All Power S700 – это мегапортативная зарядная пауэр-станция. Почему мегапортативная? Потому что All Power сделали то, чего я хотел давно. Они сделали внешний блок питания для зарядки. Да. И при этом он может заряжаться из 3 источников сразу. От такого блока питания 100 Вт берет. От такого, например, какого-нибудь GAN-зарядника плюс 100 Вт через Type-C. Да? И плюс еще можно через солнышко зарядить 200 Вт. То есть в общей сумме я заряжаю, честно вам скажу, 200 Вт. Мне достаточно для того, чтобы восполнить при блэкаутах, скажем так, энергию. Но теперь я вам объясню, что же такого шикарного в этом портативе. Давайте так, All Power S700 на 600 Вт часов, 700 Вт мощности и 1400 Вт пиковой, да, вот 1400 Вт пиковой на канале Технозон с чистой синусоидой. Поехали. Технозон. Итак, All Power. Слушайте, S700 и 604 Вт-часа, 700 Вт у нас мощность. Пиковая, конечно же, у нас чуть-чуть больше на 1400, но тут суть в другом. В Европе она стоит 279 евро. На самом деле все очень-очень хорошо, красиво расписано о том, что у нас 604 Вт-часа емкость, 25% она легче, потому что это литий чистый, а не литий железофосфат. Это конкретно относится к разряду портативных станций. 200 Вт от солнышка берет, 3 типа зарядки именно от Type-C, от простого DC, либо от солнечной батарейки, и 8 устройств можно сразу подключать. Для чего можно использовать? Ну, кемпинги, допустим, там различные фестивали, короче, для работы, и при том, что, я вам объясняю сразу, это компакт-станция, конечно же, с BMS-контроллером, она безопасная, никаких моментов быть не может, там, перегрева и тому подобное, есть приложение, но оно Bluetooth, и у нас тут есть определенные характеристики, о том, что он поддерживает Power Delivery 100 Вт, это мы сейчас проверим все и на зарядку, и на разрядку, и весит она всего лишь 5,4 килограмма. Вот это вот его основной момент. Если вы будете использовать промокод Технозон, она будет дешевле. Если вы в Украине можно купить на официальном украинском сайте с доставкой из Польши 5-10 рабочих дней от официального этого. Теперь смотрите, в Украине стоит 13 299. Если вы используете промокод Технозон, смотрите, мы сейчас идем в корзинку, он пустая, да, только не заказывайте с панельками, сразу говорю, с панельками не надо. Добавить в кошелек, давайте, оформить заказ. Сейчас вот промокод Технозон тут сотворит чудеса. Он стоит 13 299, давайте, 11 969. 11 969, 10% промокодик спокойно дает. То есть вы получаете хорошую скидку. Но вот для чего дальше использовать, какие ее основные характеристики, мы сейчас с вами перейдем и посмотрим. У нас в описании под видео и европейский, и немецкий сайт, и, конечно же, украинский. И промокод в том числе. Та-дам, та-дам, та-дам. Видите, да? Чистая синусоида, 700 Вт, 230 вольт. 2 свинки Пеппы, 2 фонарика, которые работают асинхронно, при этом с разной яркостью и с сигналами вот этой аварийки. У нас есть 3 блока AC, DC. AC это розетки, DC это вот у нас вот такой вот раздел. Смотрите, Type-C. Type-C, вы сейчас видите проверочку на стандарты быстрой зарядки. Он поддерживает абсолютно все стандарты, кроме зарядок Oppo. Oppo это высокоамперные зарядки, которые, честно говоря, на таких моментах никто и реализовать и не будет. Есть 3 Type-A, у которых, откровенно говоря, у всех одинаковый выход, 5 вольт, 1,5, либо 2 ампера. И тут я ничего необычного не нашел. По мощности Type-C, Power Delivery 100 Вт, отлично работающий, Power Delivery 3, плюс есть Quick Charge, при этом максимально он выдает на тестере у нас под нагрузкой 100 Вт честных и держит его спокойно, при том, что он может работать как вход. По зарядке, смотрите, у нас здесь есть вот такой вот блок зарядки DC-in, есть input под солнышко. Солнышко вы сейчас видите, мы спокойно заряжали, при этом мы еще и умудрились от 2 разных типов батареек заряжаться. Ну, есть у нас такая возможность. Спокойно до 200 Вт может заряжать. Сейчас зима, не очень эффективно, я подсоединил панельку, ну, есть как есть. Но при этом зарядка идет даже зимой, хотя мы получили 30 Вт. Через DC input он берет 100 Вт. Также мы можем подключить второй
Type-C, это будет уже 200 Вт. И у нас получается мультипортовость зарядки. Дальше у нас есть два DC аутпута 5561. Пожалуйста, через них мы тоже можем спокойненько реализовывать какое-нибудь питание каких-либо устройств. С этим проблем нет. Кстати, мы можем сразу сейчас поставить на зарядочку мой, скажем так, смартфончик, потому что я хочу на нем еще показать вам. Он почти разрядился, хочу показать вам еще приложение на нем. Да, на нем есть приложение. Но перед этим мы проверим с вами BMS-контроллер. О чем идет речь? Дело в том, что данная Power-станция, даже несмотря на то, что она маленькая, она имеет BMS-контроллер для безопасности. Вот когда показывают в новостях, взорвалась Power-станция. Почему? Понакупают без BMS, без нормально работающих BMS. И начинается. Многие пишут мне, а вот слушайте, у нас включился свет, и у нас выдает ошибку на All Powers E02. А знаете, что это такое? Почему-то Google пишется, это перегрев батареи. Нет, это просадка вольтажа. О чем идет речь? Просела сеть, поднимается ампераж, то есть станция-то все равно берет свой киловатт, она догоняет это амперами, начинает греться, коннектор, батарея, все что угодно. Он, конечно же, уходит в защиту, и это правильно. Это правильно. Потому что если 190, 180 нельзя заряжать, нужно понижать ток зарядки. Ну, на литий-железофосфате можно сделать, на чистом литии, это чистый литий, само собой, но именно из-за этого он и легче. 5 с мелочью килограмм. О чем можно говорить? Это действительно это такой вот именно ультрапортатив. Теперь, как проверить BMS? Ну, во-первых, мы с вами увидим, как он достигнет 700 Вт. Смотрите, включаем AC модуль. Мы увидим с вами, как он достигнет 700 Вт. Немножко шумноваты кулеры. Ну, это хорошо, что они есть. Активное охлаждение просто в таком компакте нужно нормально охлаждать. Сейчас дали простую нагрузку. Сейчас, вот он сейчас пиковый стартовый ток был, как мы видели, да, то есть он пик продержал. А теперь дадим киловатт. Вот эта штука у нас, Витар, она киловатт и 2 киловатта. Так как здесь 700 Вт, есть стандартная, да, а есть пиковая у нас, то давайте с вами попробуем именно не пиковую, он постепенно будет набирать, и где-то на 850 он должен выключиться по BMS-контроллеру. Если это есть, то это супер вообще. Давайте даем киловатт, 500, 800, все. Есть 882, BMS-контроллер сработал, вот такая штука. То есть у нас по факту с вами есть защита в этих пауэр-станций от того, чтобы что-то произошло, и это круто. И что мы с вами имеем? Холодильник тягает, котел отопления тягает. Шикарная станция, шикарный маленький ультрапортатив, который можно с собой взять, поехать на природу, поехать куда угодно, на выездную. А вообще давайте попробуем его хотя бы чем-то нагрузить. Я не знаю, сейчас подключу все, что у меня есть, и то я не смогу ее сейчас нагрузить. И там уже сделаем выводы. Но перед этим посмотрим с вами приложение. Кстати, да, у нас, видите, выдала ешку, перезапустили. Включили, все нормально. Для того, чтобы активировать Bluetooth, достаточно зажать кнопку включения. Вот он сейчас выключится. Либо зажать, он включится. Смотрите, все. Приложение у нас работает только через Bluetooth. В такой дешевой станции у нас нет Wi-Fi, конечно же. Ну, Wi-Fi на этих станциях, честно говоря, слабоват. Подключаем через Bluetooth. Видим, что это третья ревизия PS700V3.0. И видим, что у нас есть управление различными модулями. Смотрите, сейчас законнектится. Все, подключилось. Например, мы хотим включить модуль AC. Раз, включили. Да, захотели включить модуль DC. Раз, включили у нас. Раз, сейчас пойдет зарядка смартфона. Оп, и пошло заряжаться. Все шикарно. Можно включать LED-лампы, но только две вместе. По отдельности ничего нет. Мы видим, у нас ток потребления, есть у нас input, если мы его будем заряжать. Ну, в самих, это в литий-железофосфате можно еще менять скорость зарядки. Здесь нельзя, здесь чистый литий. Поэтому они сделали расчетно-номинальный правильный ток для такого формата станции. Приложение самое простое. Ну, а теперь пошли нагружать. А теперь смотрите, мы попытались ее нагрузить, ну, уже по полной. Знаете, что мы к ней подключили? Смотрите, ноутбук, монитор, дрель, ну сейчас мы ее, ну не дрель, этот шурик, сейчас мы ее раскрутим. Раз, два, три, четыре огромных осветителя. И сейчас попробуем разогнать и... ну погасло просто. Вот так вот. И мы все равно с вами не получим даже номинально, то есть... еще и телефон.
Ну, блин, я не знаю, как его разогнать до 700 ватт. Вот что такое 700 ватт? 700 ватт это ничего себе, это можно компьютер хороший запитать. Можно запитать роутер плюс телевизор плюс ТВ-бокс. Можно запитать холодильник. Можно запитать котел отопления чисто газовый. Да? Я не говорю про электрические котлы, забудьте. Электрические котлы, у которых на тенах ни одна пауэрстанция не вытянет. Потому что там киловатты бешеные. Отлично подойдет. Для военных, для, допустим, рабочих специальностей, куда-то, на которые там выездные ремонты, да, там заряжать, допустим, шуруповерты, работать с электроинструментом тоже можно. 600 ватт часов емкости, это порядочная емкость, я вам скажу. Это порядочная емкость, это 60% от того же огромного Allpowers R1500. Да, это не литий железофосфат, но он и легче, он для того и сделан. И выносной блок отлично справляется со своей функцией. 100 ватт мало, подключите еще USB Type-C, будет у вас 200 ватт. Солнышко для выездных моментов, где-то на кемпинге, солнышко, на рыбалке, идеально, на рыбалке. Кинули панельку, оно заряжает, вы там ничего не делаете, вы ловите рыбку там или там на охоте где-то. Это все отличный вариант, и я эту пауэрстанцию могу рекомендовать. Из минусов, да, немножко шумновато, как для дома, но это уж издержки. У вас она и недорого стоит, и плюс еще и качество, и BMS защита, и защита от перегрева. И, короче, я рекомендую, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.